Представьте, что к вам в дом вваливаются неизвестные, выгоняют вас на мороз, везут вас на край земли, а в ваши квартиры заселяют своих родственников, а потом, в течение полвека, уверяют, что вы им еще и обязаны. Это не сценарий для хоррора, это реально история Латвии, Литвы и Эстонии. Я решил сделать это видео, потому что сегодня, слушая бред Кремля о братских народах и возвращении земель, невозможно не вспомнить, все это уже было. И знаете, кто лучше всех понимает, что за этими словами скрывается? Те самые страны Балтии, они уже проходили через русский мир и знают, что он воняет кровью и гнилью. Именно поэтому, когда началась война в Украине, они сразу поняли – это не просто война соседей или локальный конфликт. Это новая вспышка старой имперской болезни. С первых дней вторжения они стали одними из самых активных наших союзников, потому что понимают, если рухнем мы, следующими будут они. Я приветствую вас на канале «Утилизатор реальности». И сегодня мы разберемся, почему в странах Балтии к России и русскому миру относятся с таким стойким отвращением. Эстонии, Латвии и Литве есть за что недолюбливать русский мир, учитывая их горький опыт в 20 веке. После Первой мировой войны они обрели независимость, но в 1939 году Сталин и Гитлер тайно поделили Восточную Европу, и на основании этих договорников СССР в 1940 году предъявил ультиматумы и ввел войска в балтийские государства, насильно приобщив их к Советскому Союзу. О добровольном вступлении речи не было. Кремль устроил там спектакль с марионеточными правительствами и фальшивыми выборами под дулами автоматов. Западные страны не признали эту аннексию и продолжали считать балтийские страны оккупированными территориями. Ну а сама оккупация принесла не дружбу народов, а репрессии и террор. Советские власти сразу же выслали неугодных. Президентов Латвии и Эстонии арестовали и заморили в советских тюрьмах. В июне 1941-го, за неделю до войны с Германией, НКВД провел чистку врагов народа. Десятки тысяч людей были арестованы и насильно отправлены в лагеря или ссылку в Сибирь. Например, только из Эстонии тогда выгребли порядка 60 тысяч человек. Неудивительно, что когда через несколько дней в 1941 году на эти земли вошли нацисты, многие местные сначала восприняли немцев как освободителей от советского ужаса. В 1944 Красная Армия вернулась и установила свой порядок еще на полвека. Цена советского порядка для Балтии оказалась чудовищной. За годы оккупации десятки тысяч эстонцев, латышей и литовцев были расстреляны, замучены в тюрьмах или сгнили в сталинских лагерях. Волна террора прокатилась вновь после войны. Советская власть вылавливала балтийских партизан, лесных братьев и отправляла в ГУЛАГ любых подозрительных. Лишь в марте 1949 года из 3 республик сразу выгнали в Сибирь около 90 тысяч человек. Всего же с 1944 по 1955 годы из стран Балтии депортировали более полумиллиона несчастных. Многие так и не вернулись, погибли от холода и голода по дороге или в ссылке. Одних только литовских детей там полегло 5000. Советская империя старалась не только устрашить, но и стереть самобытность балтийских стран. Москва завозила туда своих колонистов и продвигала русских на ключевые посты. Коренное население стремительно разбавили переселенцами из России. Доля этнических эстонцев упала с 88 до 60% уже к 1970 году, латышей – с 75 до 50% к концу 1980-х. И только Литве повезло чуть больше, там русификация была не столь массовой. Литовцев осталось 80% населения. В довесок советская пропаганда внушала, будто прибалтам жилось лучше некуда, в семье СССР. Мол, построили им заводы, отыгрались за незалежность. На деле же вся помощь была ширмой. Архивы показали, что СССР выкачивал оттуда больше ресурсов, чем инвестировал. Экономически развивавшиеся до войны страны тупо превратили в дойных коров с застойной экономикой. Спасибо, за такую дружбу! К 1980 годам это все заебало в край. Как только Москва чуть отпустила поводок при Горбачеве, в Эстонии, Латвии и Литве мощно поднялось национальное пробуждение. В августе 1989 миллионы людей взялись за руки, выстроившись в живую цепь длиной 675 километров от Таллина до Вильнюса. Акция «Балтийский путь» стала криком на весь мир о праве на свободу.
Произошло это ровно в 50-ю годовщину пакта Молотова-Риббентропа, той самой сделки с дьяволом, что легла в основу советской оккупации. Балты тогда четко заявили: советская власть – незаконный оккупант, а независимость для них – моральное право, а не подарок Кремля. Москва сначала ограничивалась злобным брюзжанием про националистов, но к началу 90-х годов процесс уже не остановить. Литва первой послала союз нахер, провозгласив независимость в марте 1990 года. За ней потянулись Латвия и Эстония. Советское руководство впало в истерику. В январе 1991 года в Вильнюс и Ригу ввели десантников и танки. Попытка силой прижать непокорных. Итог. Кровь на улицах. В Литве советские войска расстреляли и задавили техникой 14 безоружных людей. Около 700 были ранены. Те кадры, где литовцы с флагами голыми руками пытаются остановить танки, облетели весь мир. В Латвии тоже открывали огонь. Были убитые и там. Литва, Вильнюс, 13 января 1991 года. Безоружный демонстрант пытается остановить советский танк. Через мгновение после этой съемки открыли огонь по людям у телецентра, убив 14 гражданских. Эти события известны как январские события. Советские головорезы убивали журналистов, давили толпу гусеницами. Настоящий государственный террор. Однако запугать балтов не удалось. На похороны жертв в Вильнюсе вышли десятки тысяч людей. А в самой Москве на Манежную площадь вышли протестовать против бойни уже русские граждане во главе с Борисом Ельциным. Кремлевские упыри довольно быстро осознали, что империю накрыл пи***ц летом 1991-го. После провала ГКЧП балтийские страны окончательно получили долгожданную свободу и международное признание. Спустя полвека злоключения Эстония, Латвия и Литва вновь стали независимыми государствами. Последние части российской армии нехотя убрались с их земли к 1994 году. К сожалению, не без новых инцидентов. В процессе отступающие войска успели застрелить еще нескольких литовцев и латышей. Казалось бы, история все расставила по местам. Оккупант изгнан, баста. Закончились ваши танцы. Но не тут-то было. Современная российская власть, правопреемница СССР, до сих пор несет ахинею, отрицая сам факт оккупации. Москва ни разу не признала, что отняла свободу у Балтии нелегитимно. По сей день в российских учебниках втирают, будто в 1940-м прибалты сами устроили социалистические революции и счастливо вступили в СССР. Ну а нынешний кремлевский режим пошел еще дальше. Лично Путин в 2020 году опубликовал статейку, где заявил, что страны Балтии были присоединены с согласия. Мы будто в каком-то мираже живем. Белое – это черное, оккупация – это освобождение. Недаром историки и политики в Европе возмутились. Путин откровенно пытается переписать историю. Как метко заметили в МИД Литвы, все это – часть большой кремлевской кампании дезинформации, чтобы очернить борьбу Балтии за свободу и выдать советскую оккупацию за законный акт. Ну а официальная российская пропаганда вообще живет в какой-то своей ебанутой реальности. Жителей балтийских стран регулярно обзывают фашистами, русофобами и предателями. Любимый прием – вспоминать, что некоторые латыши или эстонцы во время войны служили в частях вермахта, забывая упомянуть, что это было следствием оккупации одновременно двумя тоталитарными режимами. Российские каналы смакуют марши ветеранов в Риге, выставляя весь народ Латвии пособниками СС. Чистейшая манипуляция, ведь там у них в России сейчас полстраны зигуют. Такие отморозки, что Геббельс аплодирует. Но путинососам логика ни к чему, главное ярлыки навешать. Их цель – убедить россиян и западных дурачков. Будто там живут одни нацисты, будто притесняют русских, сносят памятники и творят всякий прочий беспредел против скрепных скреп. И да, особая тема – это угнетение русскоязычных. Да, после обретения независимости Эстония и Латвия не стали автоматически раздавать гражданство вчерашним оккупантам, потребовав выучить язык и историю страны. Кремль, естественно, завел волынку про сапартеид. Как же так? Наших русских братьев обижают, паспорт не дают, по-русски на улицах не разрешают. Чувствуете иронию? Это та самая Москва, которая сама веками душила национальные языки и культуры, а сегодня бомбит соседей под предлогом защиты русских. При этом в тех же балтийских странах тысячи русских успешно сдали экзамены, получили гражданство и нормально живут, но о них по телевизору не расскажут. Зато придумают, как в Латвии якобы запрещают говорить по-русски, ломают храмы московского патриархата или еще какую ахинею. Цель одна – демонизировать Балтию и отвлечь внимание своей аудитории от собственного болота. В ходу и такой тезис.
Они неблагодарные, мы им заводы построили, а они память стирают. Особенно бомбит у Кремля от темы советских памятников. В последние годы, особенно после 2022-го, все три страны методично сносят советские монументы. От колхозных танков на постаментах до гигантских победобесных стел. Демонтаж памятника в Риге, перенос бронзового солдата в Таллине – все это Кремль клеймит как надругательство над памятью. Доходит до гротеска. Россия объявила премьер-министра Эстонии Кaju Kallas и десятки латвийских и литовских чиновников в розыск за уничтожение советских памятников. Ну это просто пиздец уже какой-то. Российский следственный комитет всерьез завел уголовные дела и грозит посадить всех виновных на 5 лет. Заочно, разумеется. По версии Москвы, балтийские государства кощунственно переписывают историю, снося священные танки Т-34. Однако для самих балтов эти монументы – символы ложного советского нарратива и, по сути, последний нахальный след империи. Как говорится, не было бы оккупации, не пришлось бы сносить ваших солдат из гранита. В общем, бессовестное вранье и лицемерие Москвы только подпитывают чувство ненависти. Вместо извинений за прошлое – новые угрозы. Когда Латвия признала Россию государством-спонсором терроризма, с Кремля полетели угрозы принять болезненные меры, поставить их на место. Когда Эстония и коллеги решили закрыть въезд русским туристам, МИД России снова начал чесать об русофобии и пообещал ответить. Смешно, учитывая, что именно Россия сама изолировала себя от всего цивилизованного мира своей войной против Украины. Короче, диалог с Москвой давно невозможен. Она уперлась в свою шовинистическую мифологию и только озлобилась на малые соседние страны, которые посмели вырваться и процветать отдельно. Сегодня страны Балтии в авангарде борьбы с путинским режимом. Они четко видят в нем тот самый новый фашизм, угрожающий всей Европе, и им в первую очередь. Когда Россия напала на Украину в 2022 году, там никто ни секунды не сомневался, на чьей стороне правда. В первые же дни их лидеры открыто заявили: если Украина падет, следующими будем мы. Это не гипотеза, а реальная опасность. Даже бывший премьер России Михаил Касьянов признал: если Украина падет, Балтия будет следующей. Эту угрозу там чувствуют очень остро, потому делают все, чтобы Москва обломала зубы об Украину. Литва, Латвия и Эстония первыми в Европе предоставили Украине оружие, которого у самих кот наплакал. Первые отправленные из Европы – «Стингеры». Киев получил именно от Литвы еще до войны. По данным на 2023 год, Эстония и Литва потратили на помощь Украине колоссальные суммы, эквивалентные почти 2% своего ВВП каждая. Латвия – 1,5% ВВП. Это рекордные цифры, больше, чем у любой крупной страны. Для сравнения, Германия еле набрала 0,4% ВВП помощи. Балтийцы отдавали последнее, понимая, что сегодня Украина защищает и их свободу. Помощь идет не только оружием. Страны Балтии приняли десятки тысяч украинских беженцев, учитывая свои скромные размеры. В Эстонии украинцы теперь 3% населения, в Латвии и Литве под 3% тоже. Каждая из стран финансирует программы обучения украинских детей, курсы языков, обеспечивает жильем и работой вынужденных переселенцев. И это при том, что лишних денег там нет. Делают, что могут. Политически же все три балтийских государства самые яростные адвокаты Украины на мировой арене. Они первыми назвали вещи своими именами, признали режим Путина террористическим и геноцидным. Еще весной 2022-го Литовский Сейм официально объявил Россию террористическим государством и призвал мир изолировать Москву. Вскоре аналогичные заявления приняли Латвийский Сейм и эстонский Риги-Когу. А что ответила Россия? Правильно, пригрозила принять меры. Ну, разумеется, кто бы сомневался. Пока некоторые большие страны Евросоюза чесали яйца и что-то мямлили про «не унижать Россию», балтийские лидеры рубили правду матку. Не хотим видеть русских туристов с шубохранилищами, пока они бомбят детей в Украине. В сентябре 2022 года Литва, Латвия, Эстония, а с ними и Польша, закрыли свои границы для российских туристов, несмотря на несогласие ряда западноевропейских столиц. Министр иностранных дел Латвии Ринкевич прямо заявил россиянам: «Не пытайтесь к нам ехать, вы тут нахрен не нужны. Сначала прекратите войну против Украины». Такой вот непарламентский, но честный дипломатический язык. Если что, россияне не умерли без поездок в Юрмалу, постояли в очереди на границе до дедовой смерти, а потом смирились. Конечно, Москва бесится от такой дерзости маленьких соседей. Одна Мария Захарова с телевизора с кулаками грозила:
Мы еще покажем вам, гаденыши, это только начало. Россия внесла в свои санкционные списки кучу латвийских, литовских, эстонских политиков, мол, все, персона нон грата, отдыхать к нам в Сочи не пустим. Балтийцы только посмеялись. Очень уж боялись, ага. Они давно перестали что-либо бояться, потому что знают цену свободы. 3 маленькие прибалтийские республики, как 3 шила в заднице у кремлевского медведя, постоянно напоминающие ему о крахе имперских грез. Они прошли через советский ад и выжили, а теперь стойко помогают другим вырваться из-под российской тени. Украинцы это чувствуют. Президент Зеленский в январе 2023-го совершил отдельный тур по всем 3 балтийским столицам, чтобы лично поблагодарить этих верных союзников. Итак, почему же в странах Балтии так не любят русских? Ответ, думаю, уже очевиден. Не за красивые глаза и не от скуки, а за дело. Потому что русские танки дважды приходили отбирать у них свободу. Потому что русские каратели расстреливали их родных и насильственно вывозили в Сибирь. Потому что русские пропагандисты до сих пор смеют называть их героев, борцов за независимость, фашистами, и отказывают им в праве самим решать свою судьбу. Потому что нынешняя Россия вновь угрожает их безопасности, подмигивая то ракетами «Искандер» из Калининграда, то учениями, как захватить Прибалтику за 3 дня. Нелюбовь? Да тут настоящая ебучая ненависть вперемешку с презрением, выстраданная поколениями. Балтийские народы заплатили страшную цену за свободу и очень жестко дают понять: русский мир, катись-ка ты нахуй обратно в свое болото. Они хорошо помнят свое прошлое и не допустят его повторения. А нам остается лишь поаплодировать их смелости и учиться у них столь жесткой принципиальности. Если бы весь мир так стойко давал отпор путинской агрессии, как это делают страны Балтии, то, глядишь, и не было бы в 21 веке места для нового фашизма. А у меня все. С вами был утилизатор реальности. Не забудьте поставить лайк и отправить ссылку на этот ролик кому-нибудь из ваших друзей и знакомых, кто живет в одной из балтийских стран. Если я где-то ошибся или что-то важное забыл упомянуть, обязательно напишите в комментах. У меня не всегда есть возможность активно принимать участие в обсуждениях под роликами, но при этом я всегда читаю ваши комменты. Берегите себя. Слава Украине! И слава доблестным странам свободной Балтии!